Итак, друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Всем огромный привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшую аджику из кислых яблок. Пробовали ли вы когда-нибудь такой рецепт? Мы с Алексеем уже его попробовали, нам понравилось на 100%, рекомендуем рецепт. Ссылочку на наш мукбанг канал, на котором мы пробуем блюдо, мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, совсем недавно мы переехали в Турцию. Все эти замечательные рецепты снимаем вам из нашей турецкой квартиры. Ссылочку оставляем внизу в описании, переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, мы с вами вместе приготовим вкуснейшую аджику из кислых яблок. Мы начинаем. Итак, друзья, сегодня мы с вами готовим аджику, но уже из кислых яблок. Для этого нам потребуется 1 килограмм 250 грамм помидоров. У меня вот такие спелые, замечательные помидоры, сливка. 600 грамм кислых яблок зеленых. 500 грамм моркови. Примерно 550 грамм в неочищенном виде болгарского перца. Ну, в очищенном виде будет 500 грамм, соответственно. Стручковый острый перец берите по вкусу и по желанию. Я возьму 50 грамм буквально. Также нам потребуется 1,5 головки чеснока общим весом в неочищенном виде 100 грамм. Сахара 100 грамм. Соли 2 столовые ложки или 60 грамм у меня получилось. 50 миллилитров 9% уксуса и 100 миллилитров растительного масла. Для начала нам необходимо с вами очистить чеснок. Чтобы легко и быстро очистить чеснок, мы делаем следующим образом. Удаляем внешние вот эти пленки. Далее чеснок разделяем на зубчики. Берем глубокую чашку, в которую отправляем зубчики чеснока. Точно так же поступаем со второй частью чеснока. Чеснок я весь разделила по зубчикам. Далее заливаем его крутым кипятком, так, чтобы чесночинки наши полностью были погружены в воду. Буквально 5-6 секунд берем чашку и сливаем кипяток. Чеснок возвращаем в чашку. А далее, друзья, смотрите, как легко и быстро очищается чеснок. Буквально 1, 2 и 3. Вот таким лайфхаком я уже пользуюсь год. Спасибо моим зрителям, которые подсказали. Очень легко и быстро очищается чеснок. Таким образом сейчас полностью почищу чеснок. Затем покажу, что делать дальше. Чеснок я весь начистила. Кончики вот здесь срезала и хорошо промыла. Пока убираю в сторону, он нам пригодится чуть позже. Дальше нам необходимо подготовить овощи и фрукты для перекручивания через мясорубку. Болгарские перцы разрезаю пополам. Удаляю семена, перегородки и плодоножку. Вот, посмотрите, абсолютно чистый болгарский перец. Далее нам необходимо нарезать его на такие кусочки, чтобы было легко поместить в мясорубку. Я разрезаю вот на такие полоски. Таким образом подготавливаю болгарский перец. Болгарский я весь подготовила. Пока складываю его в чашку. В сторону. Что касается острого стручкового перца, просто отрезаю хвостики, перекручивать через мясорубку будем прям с семенами. Морковку тоже делю на удобные для меня кусочки, чтобы легко поместить в мясорубку. Так будет достаточно. Что касается яблок, делю их пополам, вырезаю огрызок, а дальше режу тоже на кусочки, которые удобно будет поместить в мясорубку. Вот такие кусочки будут нормальными. Также подготавливаем яблоко. Одно и точно так же второе. Что касается помидоров, разрезаю их пополам так, чтобы вот эта плодоножка оставалась на одной стороне. И вот таким треугольничком вырезаю плодоножку, выкидываю. Все остальное делю на 4 части. Этого тоже достаточно, чтобы поместить в мясорубку. Таким образом сейчас подготовлю полностью все овощи и фрукты. Все, друзья, овощи и фрукты я все подготовила. Дальше достаем мясорубку. Насадку устанавливаю не самую крупную, у меня вот такая, посмотрите. Подставляю чашку, в первую очередь прокручиваю чеснок. Чеснок будем закладывать в кастрюлю в самую последнюю очередь, поэтому его прокручу сейчас и уберу в сторону. Все, чеснок я прокрутила, вот такое количество у нас получилось, пока убираю в сторону. Дальше подставляю чашку побольше и прокручиваю через мясорубку абсолютно все подготовленные ранее овощи и фрукты. Последовательность, в которой мы прокручиваем овощи и фрукты, абсолютно не имеет никакого значения, но помидоры я оставлю на самую последнюю очередь, потому что в головке мясорубки останется часть продуктов, и когда прокручиваешь в последнюю очередь помидоры, как раз шкурка вся и остается в головке.
Все, друзья, все овощи и фрукты я перекрутила через мясорубку. Вот такое количество у меня получилось. Далее берем кастрюлю. Лучше, конечно, казан, но у меня казана нет, поэтому я беру кастрюлю, заливаю 100 мл растительного масла. Вот так, наклоняя кастрюлю, распределяем по всему дну наше растительное масло. И отправляем в кастрюлю перекрученные овощи и яблоки. Все хорошо перемешиваем. Далее отправляем на плиту на максимальный огонь. Как только наша аджика закипит, газ уменьшим сначала до среднего, чуть позже уменьшим до минимума. Необходимо, чтобы наша аджика продолжала умеренно кипеть. С момента закипания варить аджику будем 1 час. Итак, друзья, как видите, аджика у меня начинает уже закипать. Не забываем ее периодически перемешивать, чтобы ничего у нас не пригорело. Когда активно закипит, я начну уменьшать постепенно газ. Я перемешала, кипение прекратилось. Пока еще на максимальном огне варим. Итак, друзья, посмотрите, аджика у меня уже активно кипит. С этого момента я засекаю ровно 1 час. Уменьшаю газ до среднего. Не забываем перемешивать. Крышкой я не закрываю, чтобы аджика немного испарилась и не была слишком жидкой. Следим за тем, чтобы аджика продолжала у нас кипеть. Если она перестает кипеть, соответственно, газ добавляем. Как только она начнет еще сильнее кипеть, я уменьшу газ до минимума. Друзья, посмотрите, на среднем огне у меня уже как кипит аджика. Я уменьшу, пожалуй, до самого минимума. Не забываем периодически перемешивать нашу аджику. И варим теперь на минимальном огне до конца, пока не пройдет час. Итак, прошел ровно час, друзья. Далее в кастрюлю отправляем сахар, соль, а также 50 мл 9% уксуса. Также в кастрюлю отправляется чеснок. Все хорошенько перемешиваем. Чуть-чуть увеличиваем газ, потому что аджика наша перестала кипеть. Все хорошо перемешали и варим еще в течение 15 минут при умеренном кипении. Итак, друзья, прошло у нас еще 15 минут. Отключаем газ и можно нашу замечательную, вкуснейшую, вот такую вот красивейшую аджику закатывать уже в стерилизованные банки. Итак, друзья, банки я стерилизовала следующим образом. Поместила в холодную духовку чистые вымытые банки. Разогрела духовку до 160 градусов. Как только духовка разогрелась, засекла 15 минут, в течение 15 минут стерилизовала. Что касается крышек, крышки я просто кипятила в сотейнике в течение 10 минут после закипания. Дальше, хорошенько перемешивая аджику, чтобы и жидкая составляющая, и густая составляющая нашей аджики попадали в банку одновременно. Установила на банку вот такую воронку специально для закруток. Наполняем банку аджикой. Прям до самого-самого горла заполнять банку не нужно. Вот такое количество аджики в банке будет достаточно. Далее берем крышку, закрываем. Далее берем кухонное полотенце, одной рукой придерживаю банку, второй рукой хорошенько закручиваем крышку и переворачиваем вверх дном. Таким же способом заполняем все оставшиеся банки. Не забывайте вот так перемешивать аджику. Таким образом сейчас закатаю полностью все банки и чуть позже скажу, сколько на выходе у меня получилось из такого количества продуктов аджики. Итак, друзья, в итоге у меня получилось 3 700-граммовые баночки. И вот такое количество, я думаю, здесь еще примерно пол-литровая банка получилась бы. Но я ее не буду закатывать, потому что мы с Алексеем будем это еще чуть позже дегустировать вместе с вами на нашем мукбанг-канале. Когда вот эта аджика у меня остынет, я ее уберу в холодильник. Все остальное накрываю одеялом и оставляю при комнатной температуре до полного остывания. Итак, друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. В итоге 3 баночки 700-граммовые и 1 пол-литровая, которую я не стала закатывать. Нам с Алексеем уже не терпится все это попробовать на нашем мукбанг-канале. Посмотрите, как это превосходно выглядит. Всех приглашаем на наш мукбанг-канал. Ссылочку оставляем внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте, конечно, тоже вместе с нами. Ну а это видео буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще, увидимся снова.